Подписчикам канала Hardplay. Друзья мои, одна из самых интересных рубрик у канала Утопия Шоу. Утопии привет, всем привет, всей команде привет, здорово, ребята. О, привет! Знали бы вы, как это приятно? Ты никогда бы такой не загуглил. Можно много что нового узнать, очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы для себя новое почерпнули. И сразу в самом начале ролика, как всегда, авансом лайкос для продвижения канала, ну и пару комментариев. Спасибо огромное, мы начинаем. Кстати, вся информация о новинках, о всех съемках. Вот в сентябре будут заброшки, все остальное, розыгрыши, оповещения о ежедневных стримах. Короче, все в телеграм-канале Hard Inside. Добро пожаловать, заходите. Смотрите, я знаю, что все наши подписчики очень любят переходить в первый закрепленный комментарий внизу в описании под роликом. Да, там подробное описание на наших партнеров, короче, вот этого оранжевого какого-то там партнера, не знаю даже где, откуда, кто, не знаю, ребят. В общем, внизу в описании все есть, да. Спасибо всем, поехали смотреть. О, привет! О, Знали привет. бы вы, как это приятно? Осознавать, что ради этого видоса вы нашли способ его вообще включить. Это дорогого стоит. Добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Ты бы никогда такое не загуглил». Очень крутая рубрика. Специально для вас 17 безумных фактов томились в интернете десятилетиями, пока не были выловлены вот этими вот руками, приготовлены на медленной проверке, приправлены юмором и поданы вам на блюдечке. Приятного просмотра. Сегодня будет взрываться мозг, поэтому нужно подготовиться и начать с чего-то простенького. Как вы думаете, что это такое? 3... Стой, я догадаюсь. Подставка для чего-то. Подставка что-то вешать, не кастрюли, нет. Ни ножи, ни заточка для ножей, для какого-то оружия средневекового, не знаю что. Давай, поехали. Может быть, подставка. 2, 1. Правильный ответ – подушка. Да, это мало напоминает то, на чем мы спим, но такие подушки действительно использовали древние народы, например, в Месопотамии, Китае и Египте. Было найдено очень много таких подушек из дерева, камня или бронзы. Казалось бы, почему не постелить солому или типа того? А не все так просто. В целом, такие конструкции Заточка могли для помочь ножей. избежать голове всяких насекомых. В жарких странах проветривать голову, а в Египте это еще и оберег от злых сил. Энтузиасты пробовали на таких поспать, но, спойлер, это не прям восторг. Лучше спите на своих привычных и дальше. Только насекомых стряхните с нее сначала. Поэтому в наше время эта штука довольно бесполезна. Но, с другой стороны, а что вы вообще знаете о бесполезности? В 1930-х в Гондурасе через реку Челутека провели мост. В 1996 году он был перестроен лучшими архитекторами, чтобы избежать повреждений от ураганов. Красивый, прочный, выдержит любой шторм, который бушует в этом районе. Смотри, просто проверяй. Выдержит, но кажется, есть проблемы посерьезнее. В 1998 году на страну обрушился ураган Митч, который снес дороги, дома и более 150 мостов. Но нас интересует именно мост Челутека. Нет, мост не разрушился, он хорошо держался, но река переехала. Переехала в другое русло, а подъездные дороги просто исчезли. В итоге все стало выглядеть вот так. Мост просто остался стоять над участком суши, а река тупо начала протекать в другом месте. Выглядит как... Природа такая. Так. Да будет смерч. Фу! Сдуло все. Мост стоит. Так, наводнение. Ва! Все затопило, мост стоит. Ну ладно, говорит. Хитрый хер. Просто в другую сторону. Нету, говорит, здесь больше воды. Стой, как дурак. Какой-то сюр. Когда подумаете о том, что бесполезно, вспомните про мост через ничего. Но мост потом удлинили, и он снова стал нужным. И вы должны усвоить жизненный урок. Забейте. Во-первых, случиться Тролль может река. всякое, и во-вторых, нет безвыходных ситуаций. И если вы думаете, что это была мотивация, то нет, вы не представляете себе, что значит настоящая мотивация. Начну издалека. У меня есть одно хобби, о котором никто из вас не в курсе. Я коллекционирую бейсбольные карточки. Есть с подписями, есть редкая старинная перчатка, интересные мечи, американская бита и даже... Fallout 4? Что? Стой! Господи, я был в Hard Rock кафе.
Мальте, когда я с командой ездил, точно, я вспомнил, откуда я знаю про это место. Почитайте обязательно, это прям вообще, вот прям там история. Очень крутое. Я даже здесь Интересные не буду мечи, вам мозг засорять. американская бита и даже именная Вспомнил, бита. прикинь. Да, не очень типично такое слышать в наших странах. Ну что ж поделать, люблю эту эстетику и поэтому знаю интересный факт. Но сначала расскажите, как вам новый фон. Душу вкладывали, я б тут жил. И я, конечно, не заставляю, просто рекомендую в связи с обстоятельствами подписаться на нас везде, где только можно, чтобы не потерять. везде подписан. А потерять сейчас вероятность очень большая. Чтобы больше вас мотивировать, мы еще 2 факта сняли специально для подписчиков телеграм-канала. Ждем вас. Так вот, бейсбол. В 1911 Спасибо, ребята, году в подписывайтесь США была на телегу. одна команда, которая носила гордое название All Stars. Звучит круто, как будто в ней самые топы играют. Но, как сказать? Это была команда тюрьмы штата Вайоминг, где каждый из участников был преступником, приговоренным к смертной казни. У них была отличная мотивация победить, потому что наградой было право на жизнь. Что? Охренеть, но Лучшая да, мотивация. в прямом смысле за каждый выигрыш они получали отсрочку на исполнение приговора. Жизнь буквально превратилась в игру. Гейм-овер, и ты умер. Жесть. На самом деле, заключенным просто повезло, что их надзиратель Феликс Олстон был диким фанатом бейсбола и придерживался мнения, что шанс на исправление важнее наказания. Офигеть. Придерживаясь такой точки зрения, он и сформировал команду из 3 насильников, крупного мошенника, 5 воров и 3 убийц. Вот Но такая если отбросить команда. эти ужасные нюансы, то команда по навыкам игры была хороша. Они выигрывали матч за матчем, отдаляя свои Интересно, почему? У них мотивация была максимальной. Им даже ее поднимать не надо, а максимальная мотивация, понимаешь? приговоры. У них появились Максимум. фанаты, а по билетам был Конечно. полный солдаут. Люди делали ставки, всем хотелось посмотреть Проиграл игру сразу. не на жизнь, а на смерть. То есть, наоборот, на жизнь. И так получалось, что это действительно послужило крутым мотиватором. Жестокие преступники побеждали. Не надо, пощади меня, у меня семья, у меня дети с женой. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, одумайся. Ты Хороший удар! Сборная тюрьмы штата Вайоминг вырывается вперед! Он убил мою семью! Круто! А теперь представьте, как все это выглядело для семей жертв. Их родных уже нет в живых или у них травмы. А убийцы и забейте насильники просто. становятся звездами, и все как будто забывают, кто они такие. Но на что они там повлияют, когда у команды ведь уже собралась фан-база, и когда крутятся большие бабки? Команда, кстати, просила, чтобы приговоры за их заслуги смягчили хотя бы на пожизненное. И все бы так и было, скорее всего, если бы губернатор не запретил азартные игры, и надзиратель бы не подстроился и не распустил команду в пользу образовательных программ для заключенных. Потрясающе. В итоге сезон закончился. Апелляции были отклонены. А 24 мая 1912 года один из спортсменов-преступников, который играл ключевую роль, Джозеф Сен, Сколько был здесь дублей снимали? повешен. Вскоре остальная команда последовала за своим товарищем. Хотя избежать смертной казни — это полбеды. Надо еще и не умереть после этого. В 1989 Капец, году типов. убийца Майкл Андерсон Годвин был приговорен к электрическому стулу, но приговор отменили апелляцией. Но вы смотрели фильм «Пункт назначения»? От судьбы не убежишь. Шучу, просто великое совпадение, что после этого он сидел в своей камере на железном унитазе и чинил телевизор. Его убило током. Интересно, Да что в интернете по ладно? этой новости можно найти эту фотографию. Но я без понятия, кто это. Знаю только, что Майкл Годвин был белым, выглядел вот так и отбывал наказание в Вест-Колумбии, а не в тюрьме Граттерфорд, что в Пенсильвании. Спасибо архивам в очередной раз. Мораль сей басни такова: даже сидя на унитазе, будь готов умереть. Да и вообще, всегда нужно быть готовым ко всему. Даже к тому, что все вокруг не настоящее. Это я к чему? У вас когда-нибудь было ощущение, что вы живете в мире, где вокруг обман? Каждый раз, когда я сижу на стриме, вот я прихожу уже 9-й год на стримы, и когда мне аудитория задала вопрос: Лех, а ты никогда не задумывался то, что вообще все, что происходит вокруг тебя, это вымышленное. Это вымышленный мир, и на самом деле нет ни подписчиков, нет ни канала, и ты просто сидишь в
пустой комнате и просто сам с собой разговариваешь, на самом деле, а не с камерой или со своей аудиторией. Вы знаете, поначалу я смеялся первые 2 года. А потом я начал почему-то немного задумываться. А совсем недавно меня тоже посетила такая мысль, что, может быть, действительно оно как бы так и есть, что просто вас никого не существует, и я не знаю, я лайки там создаю, сижу аккаунты целыми днями, знаешь, сам себе ставлю лайки, сам себя там где-то в трендах продвигаю или веду соцсети или еще что-то. Вы знаете, давайте просто поймем уже, есть вы или нет, или, может быть, я больной шизофреник. Поставьте лайк на это видео, ребят, поделитесь в соцсетях, потому что поддержите просто вашего стримера любимого, потому что старость, она не щадит никого, и эти параноидальные мысли, они меня не отпускают. Спасибо всем заранее, потому что... Вдруг ну, ваши это, правда, друзья это очень просто страшно. актеры, которые играют свою роль в вашей жизни, как и ваша семья. А вдруг от вас скрывают реальные события, которые происходят в мире, и рассказывают очень вам про страшно. совершенно другую реальность. Звучит жутковато, буквально фильм «Шоу Трумана». Но на самом деле существовали люди, которые в такое шоу и попали. Вы что-нибудь знаете про британское шоу «Космические кадеты»? Это страшно. В 2005 году телеканал отобрал 12 участников, которые пройдут специальную космическую подготовку, и только 4 из них по-настоящему отправятся в космос на 5 дней. Это будет снято в формате реалити. Победители визжали от восторга. Это мечта любого человека. Все бы ничего, но прапорщик Задов со своим лучшим другом-ботаником, между прочим, в одной из серий «Осторожно, Модерн 2», тоже участвовали в подобном шоу. Угу. Как будто серпом, как будто грудь вот так рвет. Я все помню. Человека в космосе не надо мне побывать. В рассказывать. общем, началась долгая подготовка. Потом их отвезли в Россию, там был старт, они побывали в космосе Куда? и успешно вернулись. Эпичным концом их путешествия было то, что в иллюминаторе участники увидели Землю. Их настолько переполняли эмоции, что некоторые из них не смогли сдержать слез. Я очень рад за работяг. Вы только вдумайтесь, живешь себе и потом проходишь отбор и летишь в космос. Только вот никакого полета не было. Что? Их отвезли не в Россию, а на заброшенную авиабазу, которую переоборудовали под шоу, и даже русские розетки туда поставили. Все вокруг них были актерами, и участников шоу заранее предупредили, что гравитация никуда не денется. Во-первых, это было бы почти невозможно реализовать. Во-вторых, можно просто сказать, что они будут на низкой околоземной орбите. Им-то вообще плевать в целом. А когда они типа вернулись домой, открылась дверь, и они оказались в студии, которая снимала финал истории. Вы себе вообще представляете лица этих людей? Это... Блин, почему у меня сразу пришла в голову мысль, что рано или поздно где-то вот за кадром, то есть вот камера, вот монитор, там будет просто такой, знаете, откроется дверь за телевизором вот в студии, да, кто смотрел обзор студии. И, короче, такой свет, и я типа такой встаю, оставляю наушники, выхожу, а там, короче, люди за мной наблюдают уже много-много-много лет. И как бы я живу в своем мире стриминга, но на самом деле кто-то снимает шоу про меня. Ребят, это очень страшно. Не хотел бы я оказаться на их месте, если честно. Но я бы хотел мороженого в этот жаркий день. Странный переход, сам знаю. Я даже не уверен, смогу ли сейчас его достать. Я, кстати, знаю, кто обычно, да, Дестро, у нас заказывает мороженое. Да, доставочка. Да, восклицательный знак «откушать», да. А, как говорится, мороженое само себя не закажет, да, за 200 рублей стаканчик. Да, вот это самый дешевый. Ну, вы знали, что мороженое раньше достать можно было даже посреди океана во время прохождения военной службы? Чего? Что?
Вообще прикол. Во времена Второй мировой войны в состав ВМС США входили баржи, главной задачей которых было производство мороженого. За одну смену одна баржа делала почти 1900 литров. Звучит как что-то из разряда бесполезной херни в прокачке экзибита, но это только на первый взгляд. Такая любовь к десерту появилась во времена сухого закона, когда алкоголь полностью был запрещен на территории США. Люди нашли ему замену – мороженое. И вкусно, и побочки не такие серьезные. В Советском Союзе люди тоже нашли замену, но не совсем мороженым. Без каких-либо особенных затрат. Руководство решило, что укрепление морального и боевого духа солдат таким простым способом, как порция мороженого в жаркий день, стоит того. И как будто правда стоило. Погодите, а может эта плавучая мороженица была просто прикрытием? Вижу противника. Приготовиться! Отставить приготовиться! Это же просто мороженое! Знаешь, какая бы ни была ситуация, всегда нужно оставаться человеком. Сильно. Вряд ли он стреляет мороженым. Было честью служить Да, такой тактики я не ожидал. Я говорю, что стало с матросом? В него попали снарядом. Из пломбира. Какой ужас. Да нет, нормальный вкус, попробуйте. Если он сейчас еще сюда вставит рекламу мороженого, то это признанный гений рекламы. Такой же, как и я, в принципе. Даже не вздумай, Нет, 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 нет! Нет. Тематика военной техники вообще Но здесь могла бы быть вторая реклама. полна на странные факты. Это первый реактивный истребитель США БЛП-59. Испытания в 1942 году были максимально Жма. секретны. Им даже иногда 54. пропеллер фейковый вешали на нос, чтобы шпионский нос не лез ни в свои дела, понимаете? А это Джек Вуломс, пилот, многократный рекордсмен, шутник. И он понимал, что для людей вокруг самолет без пропеллеров это прям странно. А что если сделать все это еще страннее? Короче, этот псих подлетал на экспериментальном самолете и присоединялся к строю пилотов, у которых были винтовые самолеты. Махал рукой пацанам и тут же ускорялся, оставляя их позади. А в чем странность? Обычный лихач. Ну, он в этот момент был в маске гориллы, с котелком на голове и сигарой в зубах. Нужно ли говорить, что потом пилоты, которые не знали о существовании самолета, Представляешь, что потом пилоты писали в рапорте? Я смотрю, говорит, у нас завелся рядовой шутник! без винта, психологам рассказывали? Зато шпионы вряд ли такое расскажут кому-то. Их же в дурку закроют сразу. А сейчас будет факт, от которого вы тоже с ума сойдете, и еще вам станет физически больно. Изобретение известной нам туалетной бумаги приписывают Джозефу Гаете в 1850-х годах. А теперь внимание. Только в 850-го об угол, что ли, вытирали? Вообще-то, по-моему, эти еще египтяне там папирусом отскребали. 1930-х начали продаваться туалетные рулоны с маркировкой «без занос». Что? Представили лица людей, которые почти 100 лет боялись подтираться? Всегда есть вероятность случайно сделать пилинг жопы. А все из-за обработки дерева и особенностей производства бумаги, которая не могла удалить до конца все маленькие щепки. Бы еще со стекловатой бы дубасили бумагу, вообще бы было самое оно. И одна из Реально. них могла впиться. Приятного мало. Ну а пока остальные кричат: «О нет, как же они страдали!» Я скажу, что на самом деле не факт, что вся туалетная бумага содержала занозы. Просто был небольшой шанс, что Офигеть. наткнетесь. Но тот, кто придумал надпись «У нас точно без занос», сделал правильный маркетинговый ход. Гений реально Лучше взять маркетинга. точно без занос, даже если они не уверены, что в других они вообще были. Все равно болезненный факт. Страшно, реально прям. И эти слова, как вы понимаете, я сказал не просто так. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь думали о том, что будете делать, если произойдет катаклизм или вы увидите ядерный гриб? Какие действия? Вот на эту тему я думал очень много. Значит, я вам рассказываю. Вот так вот. Естественно, полностью голым. С утреца. Вот так вот встал, говоришь: «Опа-ца!»
Фу! Все. Все хорошо. Да, вот я все придумал. Паника, бегство, Вообще укрытие. плевать. Вообще ничего. Напишите свои размышления в комментариях. А я никакой пока паники. расскажу историю одного человека. В 1980 году в марте ученые зафиксировали сейсмологическую активность на северо-западе США и сделали вывод, что вулкан Сент-Хеленс начал просыпаться. Объявив о своих опасениях общественности, они привлекли внимание многих людей в течение 2 месяцев. Многие любопытные туристы, ученые и фотографы приезжали к вулкану, чтобы вживую увидеть такое опасное, но захватывающее Мне кажется, я знаю, чем закончился просмотр такого опасного, но очень небезопасного действия. Да, я знаю. Сейчас чекай. зрелище. А Среди вот них было. оказался фотограф Роберт Ландсбург. Несколько недель он подвергал себя опасности, подъезжал довольно близко к вулкану, чтобы фотографировать все фазы его изменения до самого извержения, которое произошло 18 мая 1980 Первого года. ряда, говорит, В смотри. этот день он, как обычно, приехал, чтобы сделать очередные обычно. фотографии. В процессе он заметил быстро приближающееся облако дыма и понял, что началось. Зная о том, как происходит извержение, он понял, что бежать нет смысла, и безо всякой паники продолжил снимать. Затем упаковал камеру в рюкзак, лег и накрыл его своим телом. Это была страшная катастрофа, унесшая жизнь 57 человек, среди которых оказался Роберт. Спустя 17 дней его тело было обнаружено под вулканическим пеплом. Заслонив собой камеру, он смог спасти ее и получившиеся снимки, которые после попали в руки геологам. По ним ученые смогли составить полное документальное описание того самого просто извержения. А забей. спустя полгода в январском номере National Geographic вышла статья, посвященная Роберту Ландсбургу, в которой опубликовали те самые последние фотографии, которые он успел сделать перед самой смертью. Удивительная и Офигеть, грустная сильно. история о человеческой Ну, фанатик, смелости да, и своего дела. могуществе природы. Уважение. Но есть и случаи, когда вот такие природные, казалось бы, ужасные проблемы помогли нам получить очень неожиданные открытия. Я недавно наткнулся на научное исследование в хорошем научном журнале, которое меня очень удивило. Оно про скейтбординг. Ну-ка. И это очень интересно. Тони Хофф. Вот доска, а вот моя рампа. Буду кататься, пока идет рассказ. Начнем с того, что скейтбординг зародился в Калифорнии в 40-х, 50-х годах. Серфингисты, когда не было волн, хотели дальше кататься, но было не на чем. Вот этого Поэтому не знал. они взяли доску, просто доску, и прикрутили туда железные колеса. Вот так в Сарато это выглядело, зато работало. Позже популярными стали глиняные колеса, которые не так шумели, не так скользили, и в целом на них было приятнее кататься. For a team practicing the slalom. Популярность такого вида серфинга росла, появлялись магазины, проводились локальные соревнования, и в середине 60-х Крутяк. началась паника, что это опасно, и эта агитация привела к закрытию магазинов и спаду популярности. Вот на этом и могла закончиться история скейтбординга. Но в начале 70-х разрабатывают колеса из полиуретана для лучшего сцепления, и это полностью меняет игру. Люди начинают кататься лучше и чаще, появляются скейт-парки, а в 76-77 году наступает засуха. Казалось бы, и что? А то, что в 60-х росло экономическое благосостояние и снижение стоимости жизни, люди начали шиковать и покупать себе бассейны. В Калифорнии было построено больше 150 тысяч бетонных бассейнов за 10 лет. Самая жесткая засуха с экстремально низкими осадками. Запасы воды достигли рекордно низкого уровня. Нужны были меры, и одной из мер был запрет наполнять эти самые бассейны. Вы уже догадались, что было дальше? 150 Этот уникальный тысяч. социально-экологический фонд привел к тому, что у скейтеров появилась возможность придумать что-то новое, а именно вертикальное катание, которое выглядело намного эффектнее и привлекало больше внимания. Раньше это было скорее развлечением, а сейчас стало экстремальным спортом и произвело бум. Выходит все больше журналов, появляются команды и возвращаются магазины. Исследования приходят к выводу, что скейтбординг мог стать популярен только в этом... Есть кто, ребят, наваливал на скейте? Есть кто там в рампе катался, там все дела? Нет? По любасу есть. Напишите тоже в комментах. Где, когда, в какие года катались. Очень интересно. месте и только в это время. BMXеры по любасу тоже, ребята, есть. Сейчас-то уже понятно, все, с пузякой идешь ты, да, с пивандепала, но раньше-то, помнишь? Вот это Lord of the Board и тара-та-тара, нет? Так как серфингисты Да, из пустых бассейнов расскажешь, я, из-за да, засухи ага. сделали Полчата, да, все катались, да, расскажете. свое дело.
Кто знает, как бы все сложилось, если бы никакой засухи не было, а бассейны выполняли свое истинное предназначение. Если вам было интересно, гляньте фильм «Короли Догтауна» с Хитом Леджером. Очень хорошая картина, в которой все это можно увидеть. А сейчас это глянуть. вообще олимпийский вид спорта. Не Горжусь. знал, кстати. И у нас как раз, кстати, Не на знал. повестке дня открытие Олимпийских игр. Давай не будем. Родной, давай просто не будем. И мы посмотрели на стриме на ВК Play. Я ссылку кидал вот здесь вот. В телеге в нашей. Это просто, это... Я прошел все стадии. От недопонимания до принятия. Вообще просто все 5 стадий. Нет, эти Нет. обсуждать мы не будем. Не Спасибо. надо. Есть идея получше. Перенесемся в 1988 год. О. Южная Корея. Сеул. Традиционно во время открытия Олимпийских игр выпускают белых голубей, так называемых вестников мира. Эта традиция существовала с 1920 года по как раз 1988. Дело в том, что было выпущено много сотен птиц. Они кружили вокруг стадиона, как и задумывалось, а некоторые просто сели на удобное местечко и чего-то ждали. Как бы вам сказать? На Все, говорит, везде в каловых массах. Помогите. стадионе есть специальная чаша, которую в итоге поджигают факелоносцы. Проблема в том, что прям на нее сели голуби. Факелоносцы поджигают чашу, и голуби, которые там были, просто сгорают. Видео не буду показывать, сами найдете. YouTube их всех забанил за жестокое обращение с животными. Но вы представьте дилемму факелоносца. Это самый важный момент для Сеула. У тебя факел в руке и птицы в чаше. Не зажечь нельзя. А вдруг улетят? Но не фартануло. И после этого голубей не использовали. Смотри, смотри, сейчас вылетит птичка. Или нет? Устойчивое выражение, разве нет? Но вы знали, что сейчас вылетит птичка, это не шутка и не метафора. В детстве, когда нам так говорили, никакая Ну-ка. птичка не вылетала, и это был очень подлый обман. Но тем не менее, фотографы из-за несовершенства камер и медленной выдержки, начиная с 1920-х годов, когда типа были это запатентованы говорили. вот такие вот игрушечные птички, их вполне себе использовали для того, чтобы неусидчивых детей заставить смотреть в одну точку. После нажатия на кнопку птичка издавала трели. Не знал. Watch the Birdie стало устойчивым выражением, которое потом проникло в поп-культуру и пришло к нам уже в виде «сейчас вылетит птичка». Офигеть, Такая вот не интересная знал вот эту история, тему. которую вы бы точно не загуглили. А что насчет факта, что у нас на втором канале начали выходить полноценные ролики на разные тематики, например, небольшие топ-секреты, и в будущем планируется много рубрик. Так что подписывайся и получай в 2 раза больше контента. Это настольный теннис или пинг-понг. Какой-то сегодня спортивный выпуск прям. Его придумали как альтернативу большому. Но вряд ли вы знали, что изначально не было ни ракеток, ни вот таких вот мячиков, ни даже сетки. Что? Что они делали? Первые упоминания тенниса идут из Европы. Мяч отбивали голыми руками. Но в 15-16 веке Как уже в дурке, ракетки что ли? появились. Вся эта история мутировала в большой теннис, который мы знаем сейчас. Но хочется иногда не выходить на теннисный корт, площадку или даже из дома. Поэтому можно превратить это в домашний вид спорта. Правильно? Поэтому в конце 19 века люди взяли обеденный стол, поставили посреди него книги, в руки взяли другие книги или крышку из-под сигарных коробок, на стол бросали пробку от бутылки или мяч для гольфа и вперед. А почему бы и нет, в общем-то? И позже уже появились патенты на сетки, появились настольные игры Виф-Ваф и Пинг-Понг. Да, так действительно называли этот вид спорта, пока не стали называть просто настольный теннис. Но Пинг-Понг — это торговая марка, название которой прижилось. Пипец, вот это я не знал, кстати. И хорошо, что я упомянул мячик для гольфа. В них разный состав. У простых это просто резина, у продвинутых резина, смолы и пластик. Там много слоев обычно. Но вот этого чего там вообще я нет, не так знаю. это За гольф вообще не шарю. экологичности. Они могут разлагаться сотни лет. А теперь посмотрите на это. Люди без зазрения совести играют в гольф на яхтах и круизных лайнерах, и шары непременно попадут в воду. Ужас! Сказал бы я, если бы все было так. На самом деле существуют специальные мячи для гольфа, состоящие из корма для рыб. Мяч Вот это попадает в вообще воду и начинает гениально. распадаться, а рыбки хавают все это добро. Вау! А потом мы проснулись. На самом деле, биоразлагаемые мячи игроки в гольф почти не используют, в том числе и на кораблях, поэтому да, все загрязняется. Офигеть. Одна девушка собрала со дна
50 тысяч шаров. Офигеть. Жесть, конечно, вот тебе и спорт для богатых. Богатые вообще иногда делают какие-то неразумные вещи, а потом это выливается в факт А в чем кайф? Типа с яхты ударить по мячу, и он улетает в этот... для штошки. Вот Кстати, как кто каждый день играет в гольф, тоже плюсаните там. вам такое? комментариях. Однажды авиакомпания выпустила Можно просто безлимитный билет. Что? Безлимитный Ну и билет. что? А это вообще великолепная история. В 80-х авиакомпания American Airlines запустила специальную программу A-Air Pass. Это безлимитный билет, с которым можно летать первым классом сколько угодно. Не шутя. Прям вот настоящий безлимит, без какого-то текста мелким шрифтом. Но стоило все это дело недешево. 250 тысяч долларов. А если вы хотите еще с кем-то летать, то сверху еще 150 тысяч доплатить нужно. Но нахрена они это сделали? Все просто. American Airlines терпела убытки, и чтобы остаться на плаву, им нужно было придумать что-то такое, что принесло бы быструю и большую прибыль. Тем более, какой псих будет летать столько, чтобы все это отбить? Да, конечно, это... Это Стивен Ротштайн, один из тех богатеев, кто купил билет. Этот чел почти жил в самолете. Утром в одной стране, вечером в другой. Семья даже не замечала его перемещений, потому что утром вместо прогулки по парку он летел в Париж попить кофе с круассаном и сразу же прилетал назад. Катался на самолете чаще, чем на такси. Его ребенок пишет, что летали так часто, что мама и папа решили, что будут летать разными самолетами, чтобы если самолет упал, то хоть кто-то детям остался. Вот такие вот размышления у них были. В сумме за 20 лет он совершил около 10 тысяч перелетов. Вы только представьте себе. Он, очевидно, очень быстро купил свой билет, а в аэропорту стал знаменитостью и всех знал. Кого? И на этом моменте можно подумать. Первое. Мужик с жиру бесится. 10 тысяч перелетов? И второе. Какой же красавчик, тоже так хочу. Но пока вы ждете твист в этой истории, который, несомненно, будет, я расскажу, чем она меня зацепила в первую очередь. На первый взгляд, действительно, это история о богатом мужике, который делал то, что бедному недоступно. Но на самом деле она о человеческих отношениях. Это был не просто дорогой билет для эгоиста. Это была радость для всех людей, кто его окружал. Стивен дружил чуть ли не с каждым, кого встречал на своем пути. Отправлял открытки людям за стойкой регистрации, пилотам и людям, с кем рядом летел. Знал все имена и постоянно созванивался. Он предлагал людям в аэропорту полететь с ним бесплатно, раз у него абонемент на двоих. Раздавал бонусные мили всем подряд. Катал нуждающихся и тех, кто просто хотел посмотреть футбольный матч в другой стране или кому не хватало денег на билет на похороны отца. Офигеть. Ну и, разумеется, это было чем-то невероятным для его семьи, которая с ним всегда путешествовала. Дочь вспоминает, как Стивен взял ее с собой на первый Крутой. рейс из их города в Японию. У них по классике всегда были первые места, а когда самолет приземлился, японские репортеры окружили самолет. Когда отец понял, что им важно сфотографировать первого человека, который выйдет, он впереди себя выпустил дочку. Это очень мило. Но однажды у Стивена Крутяк. произошла трагедия. Его сына Джоша сбила машина. Стивен для спокойствия звонил не друзьям детства или соседям, а в Незнакомым авиакомпанию, людям или где да, болтал с людьми, а потом бронировал рейс просто куда-нибудь. Эти перелеты и люди в компании были для него спасательным кругом, а на похороны мальчика пришли многие из сотрудников. Это уникальный симбиоз. Я не хочу о грустном, но если когда-нибудь я закончу карьеру, в принципе, ведения канала и вообще уйду с медиасферы, я когда-нибудь в своем каком-нибудь крайнем интервью, да, расскажу про то, сколько раз мне мои стримы и вообще пребывание в студии спасали меня в самые сложные жизненные ситуации. Вы даже себе просто представить не можете. Потому что я сюда прихожу в студию, и это вообще, это другой мир, это другая жизнь. И здесь ты отвлекаешься вообще от всего. Так что я соглашусь. Есть такое. Большой компании и клиента. Извините, не компании, а людей, которые там работали. Компании-то всегда важна выгода. И тут начинается твист. Поначалу эти билеты и правда были выгодной идеей, но впоследствии они несли только убытки. И что им делать? Билет-то бесконечно вечный. Шлепнуть его в аэропорту? Придумать более изощренный способ? В нашей авиакомпании осталась только рыба. А когда не останется идей, то просто разбить самолет? Думай. О! Аннулируем бесконечно вечный билет этого негодяя без предупреждения.
Да, однажды Стивен в 2008 году с другом зарегистрировался на очередной рейс, но Офигеть. ему пришло письмо счастья, где говорилось, что билет все, сгорел из-за мошеннических действий. А мошеннические действия — это то, о чем я вам рассказал. Перевоз рандомных людей, передача бонусных баллов, бронирование билетов и не полет по этим билетам. Это было запрещено? Нет. Было всего одно правило при покупке билета — никому его не передавать. И его никому не передавали. Но компании По факту. нужно было за что-то зацепиться. Разумеется, Стивен подал в суд, но тот встал на сторону авиакомпании. Но по понятным Апелляция, причинам. потом компания вообще подает на банкротство, и дело продолжается только спустя пару лет. Насколько я понимаю, сейчас оно урегулировано внесудебно, но у Стивена сохранилась большая злость на них. Еще бы, ты платишь с расчетом на обещанное, а тебя гасят за дыру в документах, которую сами не предусмотрели. Ну да. Они украли мою личность. Они украли мою любовь. Они украли то самое, что заставило меня отдать им в первую очередь $500 000. И они это сделали злонамеренно. Если бы $500 000 возникла проблема, правильнее было бы позвонить мне и сказать, что они хотели бы, чтобы я изменил способ использования AirPass. Он совершенно расклеился после смерти Джоша, а потом он потерял то единственное, что дает ему некоторую свободу убегать от своего горя. Это была семейная травма. Остальные билеты, кстати, до сих пор действуют. Но, видимо, пользуются билетом не на полную катушку или Не просто так часто, не за да. что зацепиться. Эти бесконечные билеты привели компанию в топ самых больших маркетинговых катастроф в мире. А для меня самая большая катастрофа — это встретить паука. Арахнофобы лайк поставили быстро, но на самом деле про Не, у них меня есть нормально клевый всё с факт, пауками. с которого я охренел прям. Зацените, это паук. Или нет? Или да? На самом Мусор, деле, по-моему, какой-то вот вообще. это паук, который строит из трупов и мусора еще одного фейкового паука, чтобы, судя по всему, избежать атаки хищников на него самого. Ну, это одна из теорий. Гениально! Живут такие имитаторы в Перу и на Филиппинах. Это вот тут. Чего? А вот тут Шри-Ланка. Тут они не живут. А зато с этим местом связан следующий факт. Записывайтесь на мастер-класс по подводкам. Могу смешно сделать, могу на несколько часов. В общем, Шри-Ланка. 2004 год. Я только змей. 23 человека тренируются в поте лица. Это сборная по гандболу. Цель важная. Они готовятся поехать в Германию по программе спортивного обмена. Планируются товарищеские матчи против местных клубов. И ничего не предвещало беды, пока они не начали играть. Местный клуб заметил, что сборная из Шри-Ланки, как бы это сказать, были не в себе, как будто. Да нет, давайте по-другому. Знаете выражение «как говно в проруби»? Так вот, сборная Шри-Ланки в целом была говеной прорубью. Они не знали, как бегать, как ловить мяч и как его кидать. Что могло И в произойти? сухую проиграли местному клубу. Ну ладно, акклиматизация, наверное. Подождем следующего матча. А его не было. На утро обнаружилось, что все гандболисты убежали и оставили записку «Спасибо за гостеприимство. Мы отправляемся во Францию». Организаторы глаза вот так вот выпучили и сказали, что больше никогда сборную Шри-Ланки не позовут. В целом, больше и не Случилось. получилось бы, так как в 2004 году сборной Шри-Ланки по гандболу не существовало. А за что? Да, поездка не была санкционирована. В то время на Шри-Ланке вообще никто не играл в гандбол. Просто к мужику, который много лет организовывал спортивные обмены, пришли с просьбой сделать матчи по гандболу. Они по Бырику собрали команду из обычных людей и за пару недель попытались их азам научить. В итоге тех и отправили по обмену. И насколько я понимаю, тренер и был мозгом гениально. операции. Он придумал план эвакуации. Но План как их банан. вообще выпустили, для меня загадка. Скорее всего, они лукавят, когда говорят, что все это не было санкционировано. Тем не менее, они выехали, и это был хороший повод, чтобы сбежать в другую страну и найти работу. Поэтому они вышли из отеля и разошлись в разных направлениях, чтобы не сдать друзей, если кого-то поймают. И оставили ложный след в записке насчет Франции. На самом деле они бежали в Италию, куда стягиваются множество как раз бывших жителей Шри-Ланки. От наших родственников и друзей мы знали, что как только мы доберемся до Италии, нас уже не Офигеть. смогут отправить обратно. Итальянцы очень дружелюбны, и им нравится, когда мы работаем в их ресторанах. У жителей Шри-Ланки в Италии нет проблем с полицией. Мы не замешаны в торговле наркотиками или какой-либо другой преступной деятельности. В итоге выяснилось, что они отправились на заработки, чтобы содержать свои семьи, где было от 5 до 10 человек. Организатор, который их отправил, со временем перестал злиться и понял, что они просто хотели хорошей жизни для своих семей.
Ведь точно знает, что они и правда отправляли деньги. Но не все смогли выдержать новую страну, и половина вернулась на Шри-Ланку, извинившись за произошедшее. Эта история, полная абсурда, вдохновила одного режиссера снять фильм под названием «Мачан». А сама история Мачан. надолго останется в памяти как одно из самых странных Мачан. спортивных событий. Это была не просто игра, а игра на выживание. Но на этот раз не в прямом смысле. Не знаю, что сказать. Чисто просто Любите своих Мачан. близких. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, какой из фактов запомнился больше всех. Не забывайте про наш Бусти, наши комиксы, дополнительно снятые... Я вообще подвыпал с мечей для гольфа. Я никогда не думал, что столько их там. Напишите, ребят, в комментах, какой факт, который сказал Утопия Шоу, больше всего вы не знали, или он вообще вас потряс больше всего. Так что буду ждать. Все, всем удачи.